Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что ждет вас до конца мая, события и неожиданности. Давайте узнаем, что случится, что произойдет, и, возможно, это будет стремительно, внезапно для вас. Ну и узнаем, а к чему все идет. Такой вопрос тоже с вами зададим. Но вначале мы немножко отойдем от шаблона и достанем две карты на колоде Таро ведьмочек. Достанем две карты. Это будет ответ на вопрос, исполнится ли задуманное, исполнится ли ваше желание, мои дорогие близнецы. И пока вы смотрите расклад, у вас будет время выбрать вариант. А я бы сказала, не торопитесь. Возможно, дослушав до конца наш расклад, вы видоизмените свой вопрос. Или, может быть, захочется как поиграть с интуицией. Ну, загадать два варианта, что будет, если я поступлю одним образом, а что вторым. Или когда я вообще, например, не буду ничего делать. Или вам захочется сам вопрос как-то видоизменить. Вот давайте с вами узнаем. И зададим вполне конкретные вопросы картам. Что же там в вашей жизни до конца мая? И первый вопрос, первая карта. Так что стремительно, что неожиданно, что для вас, возможно, внезапно и вас удивит. Что удивит близнецов до конца мая? Что уйдет или что завершается в вашей жизни? А что придет взамен? Как причина и следствие. Если одно завершается, стало быть, какое-то другое на смену. Свято место пусто не бывает, что приходит. Что будет меняться, как изменитесь, возможно, и вы, как изменится ваша жизнь. А с учетом Урана в вашем знаке, правда, тут могут быть судьбоносные метаморфозы. С кем, с чем может быть это связано? И следующая карта. К чему приготовиться или что, к чему все идет, что будет, в принципе, продолжаться на более далекий период. И приятный сюрприз. Что приятное? Вот тоже, может быть, и удивит. Что вас порадует? Ну, вот именно то, что хочется сказать с позиции, возможно, вы этого не ждете. Давайте смотреть. Итак, что же там неожиданно для близнецов? Женщина. Мои дорогие девочки, это ваше решение, может быть, неожиданное какое-то. И это у нас колода Ленорман Чиро Маркетти. Розу пририсовал, а роза – это любовь. Это взаимоотношения именно, это какая-то история любви, история личной жизни, может быть, у кого-то и семейной. Мои дорогие мужчины, может быть, женщина любимая вас удивит, вы будете думать о ней, может быть, вы и сами себя удивите, примите такое решение, которого от себя прежде не ожидали. Может быть, тут могут быть такие перемены, которые тоже, ну, воздействуя на вас, где-то подталкивают вас к какому-то решению, хотя тут решение может исходить от женщины, и это вас тоже удивляет. А для вас, мои дорогие девочки, все же как будто женщина. Ее ничего не удивляет, по сути дела. Она спокойна, хочется сказать. Она так вот умиротворенно выглядит, умиротворенно и уверенно одновременно. Она как будто читает книгу, но вот цветок, роза в ее руках, символ любви. Она как будто читала и теперь на секунду отвлеклась и думает о чем-то своем. Судя по выражению лица, ей что-то нравится и что-то приятно. Но она не собирается отступать от своих планов. Наверное, ваши планы, мои дорогие девочки, неважно какой возраст, это задача номер раз. Вот то, что вы задумали, да, вас будет что-то приятное радовать, безусловно. Мои дорогие мужчины, тут тоже будет элемент радости, приятности. Может быть, это связано именно с взаимоотношениями. Ну, давайте немножко раскроем, а в чем же тут стремительность, потому что тут карта не показывает, что есть в принципе какое-то движение. Лучше я перемешаю. Что неожиданно для близнецов? С чем, с кем связано? А ведь и правда любовь. Король чаш. У кого-то из вас это может быть даже банально история личной жизни, семейной жизни. Король чаш очень часто олицетворяет человека именно семейного. И если меня смотрят те, кто в паре, может быть и не семья, но это пара есть, да?
Значит, какие-то межличностные отношения. Что-то очень доброе, хорошее, я бы сказала. Тут будет именно про вашу личную жизнь что-то говорить. Хотя я не исключаю, может быть, для кого-то из вас человек, который рожден под знаком зодиака, стихия воды, рыба, рак, скорпион, или имеет там асцендент. Вот, кстати, да, уже больше карт не тяну. Вас удивит, может быть, и ваше решение. Может быть, и решение вашего партнера. А для кого-то, кто один или одна, тут есть возможность познакомиться. Правда? Может быть, вы будете параллели некоторые проводить. Я такое тоже не исключаю. Много знакомых. И, кстати, я должна сказать, что, ну, если мы берем астрологический именно гороскоп, прогноз, и я приглашаю вас на свой сайт, ссылка будет в описании под видео, у вас, правда, в мае могут состояться множество встреч. Может быть, много людей в вашей жизни, много каких-то интересов. Может быть, и самих по себе. Даже у вас могут быть такие дни, когда за один день несколько раз все может поменяться. И вполне вероятно, это будет связано с приятным общением. Ну, давайте так в целом скажем. Но я не исключаю, что в конечном итоге все же Уран в вашем знаке. Как будто к концу мая вам все равно придется, вам самим этого захочется. Это не есть какая-то догма или условно давит кто-то на вас. И неважно сейчас, кто смотрит. Вот у нас пара выпала. Скорее всего, вы будете определяться по каким-то взаимоотношениям. Вот хочется сказать именно такое. Или если это где-то граничит с новыми знакомствами, а такое может у вас тоже быть, значит, это, ну, уделите внимание. Или, может быть, уделите внимание, насколько то, что вы чувствуете к этому человеку, насколько серьезно откликается в вас самих, в вашей душе, в вашем сердце. Или это какой-то мимолетный, да, интерес, увлечение, одно из многих. Или все-таки это что-то очень надежное, очень родное, очень близкое. Удивительно. Ну, правда, даже не знаю карт, правда, нам уже карты показывают историю любви. Поэтому хочется пожелать, чтобы даже те, кто один или одна, ну, оказались в паре или, по крайней мере, мы не говорим, что сразу под венец идет. Не, идем, нет, конечно. Но чтобы, вот знаете, вот это душевное тепло, которое вы дарите кому-то, и оно возвращается к вам самим. Ну, давайте к следующей карте. Что уйдет, что в вашей жизни завершится? Некоторая дружба может завершиться. Я такого не исключаю. Очень добрая карта. Может быть, сама по себе дружба не завершится, а как раз она перейдет в оформление отношений у кого-то так, или вы всерьез будете относиться, если прежде были встречи, то есть всерьез задумаетесь о том, чтобы проживать вместе. Тут ведь посмотрите, Чару-Маркете в колоде Ленорман прорисовал милую такую собачку, но без поводка. Как будто держит в зубах этот ошейник. Но вот что интересно, анаграмма тут стоит. ЧМ. Чару-Маркете, по сути дела, да? Как будто он предлагает кому-то дружбу. Может быть, это, конечно, в целом, что я только что сказала. Есть люди, с которыми складываются именно интересы. Но интерес – это константа непостоянная. Сегодня есть, завтра нет. А вот именно кто надежный. Вот явно вы тут будете что-то выбирать. Может быть, один какой-то круг общения вы оставите как, ну, это в моей жизни словно прохожие, знакомых много. А вот профильтровать именно в сторону надежных людей, кому вы можете и доверять, и что интересно. Вы не чувствуете давления, на вас именно никто не давит. Вас словно никто насильно не окольцовывает, будем говорить, но я надеюсь, все правильно понимают мой сленг. Или вот не лишает какой-то свободы. Вот мне вот так и хочется сказать. Именно бескорыстная какая-то дружба. Может быть и так. Или та, которая от души, от сердца вот идет. Давайте немножко раскроем эту карту. Сама по себе очень добрая и соответствует десятке червей. Поэтому, может быть, и вы будете что-то переводить на новый уровень. Это ведь тоже своего рода уже, как в прежнем контексте, это не пойдет. Это будет меняться. Итак, что же это? Ух. Посмотрите, тут действительно могут
Могут быть и может быть какая-то ситуация сложившаяся, которая потребует от вас решений. Карта императрица. Это касается точно. Вы на выборе будете, мои дорогие. Может быть, это именно императрица и женщина. Для вас, мои дорогие мужчины, значит, есть какая-то женщина, которая не выходит из головы. Может быть, это какой-то вопрос, кстати, я такого не исключаю. Может быть, просто императрица, да, у кого-то руководитель научного проекта, ну а почему нет? Может, кто-то пишет диссертацию. Или просто есть какой-то контакт, а человек для вас именно очень важен. Каким образом решить свой вопрос, каким образом продолжить деловой контакт, ну почему нет? Потому что рядом паж пентаклей. Это может быть какое-то получение известия, пажи. Это всегда вестники. Может быть, это и будет связано, кстати, я этого не исключаю, когда это не вы инициируете какие-то перемены, перемены происходят в жизни ваших близких людей или вам, дорогих людей, каких-то ваших друзей, может быть, и подруг, да, но каким-то образом это оказывает влияние на вас. Я не исключаю, может быть, с учетом карты императрица, изменения, ну, даже что-то у родственников, у далеких родственников. Хорошо, так а что уже завершится? Тут вот непонятно. А вот теперь понятно. У вас смотрите, что будет завершаться. Какой-то бесконечный выбор, который, скорее всего, что завершится. И вот все то, что я сказала, я уже не повторяюсь, по аркану собака. Это правда. Более четкие позиции, какие отношения мы строим с определенными людьми. С кем мы будем продолжать, а с кем уже как будто, ну, вот это не имеет никакого значения. И, скорее всего, это будет завершена какая-то история, когда вы долго-долго что-то обдумывали. Когда вы, может быть, и так прикидывали, и эдак. Может быть, это вы ожидали, что, ну, как-то разрешится какой-то вопрос. Вот, мои дорогие близнецы, тут, скорее всего, для кого-то из вас это может совпадать с вашей мерой ответственности или каким-то важным решением, которое тоже может все-таки, это статусная карта императрица, где-то ответственность всегда присутствует. Поэтому здесь может быть как и ваша ответственность, и какая доля ответственности другого человека. Но вот та вот долгая история именно завершается какое-то топтание на месте. Или та история, которая и не вперед, и не назад. Или когда это было сопряжено с каким-то выводом, выбором, и когда вы не могли принять решение, вот, скорее всего, вот это топтание на месте, оно у вас и завершается. И перед вами открывается, с учетом аркана императрицы и собака, огромные перспективы. Ведь у кого-то может проиграться, правда? Рабочая тема. Когда, может быть, было несколько направлений, которые вы хотели развивать, изучать, или когда вы хотели попробовать себя в одной сфере и в другой, и вы не знали, что выбрать, значит, как-то вы это соедините в единый узор. Потом, может быть, планомерно, шаг за шагом в течение мая месяца вы будете видеть, стоит игра свеч или нет. Вот, видимо, приходит какое-то определение, как и ваше, но такая абсолютная уверенность, понимаете, тут ведь уверенность с учетом аркана императрицы. Но для кого-то, я не исключаю, императрица тоже где-то подразумевает смена статуса, и это будет означать смена статуса по личной жизни. Так что же придет взамен? Благополучие. Вот карта Клевер в колоде Ленорман. Хочется сказать, самая благополучная карта. Вот представьте, мы можем думать и про работу, и про деньги, и про любовь, да про все на свете. И потом это все перемешалось в единый какой-то клубок. Попробуй разбери, где начало, где конец. А вот когда клевер выпадает, это вот, знаете, душевное тепло. Это покой. Вот, может быть, даже где-то карта, я ошиблась, да, и даже для вас где-то, мои дорогие мужчины, мои дорогие любимые девочки, начало, да, вот это умиротворение и спокойствие. И мы говорили, что будет для вас внезапно. Вот, может быть, это как какое-то осознание, выбор правильного пути, может быть, выбор правильного партнера. Так вот, именно вот это, ну, где-то уверенность и спокойствие, что я все делаю правильно. Или я делаю правильный выбор. Вот это к вам приходит. Это дорогого стоит, потому что другое качество жизни. И даже когда поначалу все начинается непонятно как, то всегда карта говорит, у тебя все идет к благополучию. Но, видимо, есть вот та тема, что уйдет, что-то передумать, переделать.
вам придется. Ну, тогда я бы сказала, вы видите в течение мая, как и свои перспективы, а главное, целесообразность. Зачем вам это надо? А если что-то другое уже, то, что не надо, так вы точно так же четко это понимаете. Что будет меняться, давайте узнаем. О, как волшебно. Два лебедя, да? А вообще это сердце карта. Здесь какие-то приятные новости. Потому что валет червей, да? Может быть, предложение. Предложение руки и сердца, ну, правда, у кого-то. Понятно, не у всех. А у кого-то ведь это может быть какая-то новость, которая касается любой сферы жизни. Будь то это финансы, будь то это ситуация на работе. Значит, вот понимаете, с какой-то доброй новости у вас как меняется что-то. Меняется, может быть, и ваше решение, да, потому что оно явно будет присутствовать. Но тут, наверное, как в пространстве, как небеса, вам посылают какую-то возможность. Ну, давайте раскроем несколько, перемешаю карты. Так что же будет меняться? В принципе, как сам вопрос, с чем это связано или с кем, то мы можем говорить, что это может касаться именно вопросов любовного характера, или это то меняется, когда, ну, как начало имеет место информация. Что изменится в вашей жизни? Королева Пентаклей. Ну, может быть и правда. У кого-то это будет связано с ситуацией денежной, по работе. Вообще должна сказать, очень символично. Тут как Венера, мои дорогие, в Близнецах. Часть мая, это точно. И вот, видимо, как-то так на вас воздействует энергия. А я должна еще дополнительно сказать, королева Пентаклей, ну, иногда это подразумевается человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. И иногда это, кстати, карта может олицетворять, вот как я сказала, супруги. И, как ни странно, по пентаклевым картам двора тоже иногда проходят наши близкие. Это может быть и близкий человек, я не исключаю. Родственник, любимый, и уже по полу мы не смотрим карту. Но это вполне вероятно, может быть такая конфигурация, поскольку у нас в Тельце, если, да, я так говорю, у нас новолуние, мои дорогие, 16 мая, это как раз середина месяца, и новолуние – это ведь всегда новая энергия, это всегда какое-то новое решение, это всегда уже желание другое, когда что-то хотим осуществить. Кто знает, может быть, что будет меняться где-то в середине, да, мая месяца будут проходить какие-то более значимые события в вашей жизни, или вы будете получать какую-то информацию, у кого-то знакомство состоится, у кого-то более тесное общение. Но для кого-то это вот особенно для людей семейных, даже для вас или для тех, кто в паре. Здесь может быть очень что-то доброе, светлое, такое, знаете, нежно-чувствительное, хочется сказать. Но одновременно я допускаю, с учетом все-таки королевы Пентаклей, здесь может решаться и финансовый вопрос. Может быть, и вы, кстати, будете кому-то вот помогать. Или, может быть, вам кто-то будет помогать. Может быть, из родственников, из близких. Вот я это тоже не исключаю. Но и, видимо, может быть, это как услуга за услугу все-таки королева Пентаклей. Есть какой-то финансовый интерес или общий вопрос вас с кем-то объединяет. И с одной стороны, вот что будет меняться, тут действительно то, о чем вы думали долго, да, вот эта нерешительность, которая сейчас завершается, она где-то и граничит как раз двойка мечей с тем выбором, который нам было очень сложно делать. Ух ты, как! А вот так. Выбор правильного направления. Вот, кстати, эта карта ясность сама по себе, да? Ясность. Солнце, потому что. Ясно, солнечно. Ну и понятно стало быть. А еще это выбор правильного вот этого самого направления. Или карта говорит о дистанции. 6-8 месяцев. Я часто повторяю это в своих раскладах. Может быть, для кого-то это тоже имеет значение. Может быть, какая-то конфигурация, неважно, по работе, по личной жизни. Хотя все же делаю акцент на личной жизни. Я не случайно сегодня использовала колоду Ленорман, именно Чиро Маркетти. И именно сферы жизни вот эта колода, мне кажется, показывает
лучше всех колоть Ленорман. Ну, по крайней мере, вопрос спорный, это я так чувствую. Но ведь у вас эти на самом деле, мои дорогие близнецы, совершенно другое качество жизни у кого-то через личную жизнь может быть. И для тех, кто даже в сольном варианте, есть повод и задуматься всерьез, а есть повод и встретить важного человека. Для кого-то это может быть, я не исключаю, потому что очень часто Солнце – это наши достижения. И может быть это как новый проект, как-то как новая работа или то, что как задумка поначалу, такой, знаете, творческий инсайт, который вы вполне вероятно, а королева Пентаклей, возможно, и вы где-то будете ощущать за счет Венеры более такую, знаете, прагматичную или прагматичное отношение к жизни. Потому что здесь хочется не просто бабочек в животе, а здесь хочется более конкретных действий. Здесь вам захочется, я говорила, надежных людей. То есть какого-то такого эквивалента, который в конечном итоге не просто интерес, да, который сегодня есть, завтра нет, послезавтра вообще непонятно что, а когда как-то хочется консолидировать и себя и сделать свою жизнь более понятной, где-то продуманной, ну и просчитанной, может быть, на какой-то период жизни. И у вас это получится, потому что именно в сторону такого, да, направления работают сейчас, как на небесах ваши ангелы. Вот энергии именно таковы у вас в мае. Ну и к чему же приготовиться, к чему все идет, развивается, что будет продолжено? Карта дома. Может быть, у кого-то вопросы, я не исключаю, с поездкой, встречей, переездом. Кто-то свое жилье делает более комфортным, кто-то обустраивает, у кого-то ремонт. Вот конкретно карты нам говорят, что будет продолжено. Я не достаю дополнительных карт, потому что сама карта четверка, и, кстати, соответствует король червей. Или король, мы говорим, кубков, да? Поэтому тут какие-то совместные проекты именно вот будут продолжаться с теми людьми или в соответствии еще и с вашими планами, которые могут быть у кого-то как обустройство дома, да, а у кого-то из вас работа на дому, мои дорогие, посредством интернет, а это очень символично, потому что Уран в Близнецах, поверьте, вот эта конфигурация, она ведь на 7 лет. И вполне вероятно, даже вы об этом сейчас не думаете. А вот уже в мае, к примеру, но произойдет какое-то событие, какой-то поворотный момент, когда вы об этом задумаетесь всерьез и скажете себе, почему бы и нет. В принципе, сам по себе быт, в хорошем смысле, как тыл ваш, для вас приобретает совершенно другое значение. И если раньше, может быть, да, вверху у нас собачка такая милая, вот с этим самым мошенником, вы воспринимали это быт как стены, которые вас ограничивают, то теперь вы будете, как будто меняется сама постановка концепции дома, быта, как тыла, когда крепость – это моя крепость, мои стены, это моя надежность, это мое уверенное будущее. И имеется в виду как сами стены, ну так и домочадцы, общение тех, кого мы любим. Все то, что я говорила. Приятный сюрприз для близнецов. Что вас приятно порадует? Вот тебе, да. Но тем не менее порадует, да. Вот, ну давайте будем доставать, рассуждать, размышлять вместе. А мыши, крысы, ну ничего тут радостного, в общем-то, нет, казалось бы. А тем не менее вопрос ведь задан, так? Правда? Что нам хочет сказать карта? Какая-то есть неправда в вашей жизни. Какая-то есть, знаете, такое вот 50 на 50. Может быть, это и человек. Обычно по этой карте это всегда люди ненадежные. Люди, которые, может, нам и говорят что-то приятное. Так ухо радуется, да? А потом жизнь вроде и не радует. Здесь вот, скорее всего, вас будет радовать тот момент, может быть, это вы сами с чем-то определитесь. Вполне вероятно, когда меньше фальши, кстати. Возможно, это вы профильтруете свое окружение. И мы ведь говорили, что неизбежно как будто происходит ваша переоценка, возможно, ценностей. И это будет сопряжено с людьми. Поэтому тут будет радовать, что меньше каких-то,
мышек, крысок, но давайте все-таки дополнительные карты. С чем вот связано, да? Давайте попытаемся соединить смыслы. А тут что-то меняется. Как будто мыши и крысы отваливаются, хочется сказать. Человек уезжает, переезжает, словно оставляя в прошлом, потому что колесница – это перемены, как будто оставляя в прошлом то, вот, кстати, у кого-то ведь и правду проиграется так, что вы всерьез задумаетесь либо поменять работу, что-то видоизменить. И тогда то, что было позади и где-то вас сдерживало, или, может быть, это как какие-то чьи-то дурные советы. Но дурные, я имею в виду, дурацкие, может быть, больше. Я надеюсь, вы понимаете мой сленг. Это те, которые, ну, скорее вредят. Может быть, мы и доверяли кому-то, или мы считали, что человек, ну, какой-то очень правильно мыслящий. А теперь мы видим и чужие ошибки, и где-то свои собственные, что, ну, доверились или приняли как свое, приняли как должное. Вот вы как будто уходите от какой-то, может быть, конкретно общности, а может быть, конкретного места. Как будто перемещаетесь вообще в другую плоскость. У вас это будет связано с какими-то переменами. И, может быть, мои дорогие, у кого-то поездка очень важная, которая вам откроет глаза на некоторые вещи. Приятный сюрприз. Ух ты, посмотрите, 2 старших аркана. А ведь и правда, вы тут мыши и крысы, ну и все, что такое со знаком минус, вы как будто оставляете позади. У кого-то из вас, кстати, может банально проиграться, что вот как приятный сюрприз. Машину кто-то поменяет, ну, может быть, или задумается. Колесница иногда совпадает. И вот с такими переменами, когда мы можем как избавиться от какого-то балласта. У кого-то, может быть, ломалось, у кого-то, а не надо было. Уже вот есть какое-то такое и разочарование, и желание одновременно завершить что-то. Вот все то, что вы как оставите позади. Для вас это какой-то неподъемный груз, который, может быть, вы, думая даже, ну и предчувствовали, но еще думали, авось пригодится. А вот теперь вы оставляете как будто то старое, ненужное, может быть, то, что словно вы привыкли, а по сути это было уже что-то ветхое, то, что себя изжило. И вы устремляетесь вперед, и более того, по аркану звезда – это расстояние, 2 карты, которые могут говорить о расстоянии. Поэтому для кого-то это такой переезд, который в другую местность, и, может быть, это первые мысли в мае. Но это будет, может быть, не так быстро, кстати, потому что ведь звезда – это всегда карта дистанции. И в данном случае дистанция, она не только по километражу, это дистанция по времени, что вполне вероятно не так быстро осуществимо. Но я для кого-то допускаю, что очень далеко куда-то вы поедете. И вполне вероятно, как приятный сюрприз, знаете, тут может быть, смотрите, карта скорости и карта дистанции. Вы думали о какой-то поездке, но, может быть, сомневались. Может быть, боялись даже, да, ну, по-разному бывает. Меня смотрят люди из разных стран. А здесь у вас, как приятным сюрпризом, будет осуществление чего-то, может быть, связанного с поездкой, встречей, с какими-то переменами. Тут вот от начала до конца, когда эта дистанция, по сути дела, уменьшается. Она уменьшается или вопрос решается намного проще, чем это казалось раньше. Или когда вы действуете по-своему и понимаете, как надолго я подзастряла или подзастрял, потому что вот эти мышки-крыски, ну, как будто мешали. А я верил или верила. Вот я ведь этого тоже не исключаю. Как будто перекрывает, посмотрите, 2 старших аркана. Вот эту мелкую карту. И семерка, как треф. Но мы знаем по семерке жезлов, я часто говорю, это когда на нас воздействуют люди со всех сторон. Чтобы мы на что-то согласились, чтобы мы приняли чье-то мнение, чтобы, может быть, для себя человек какие-то бонусы получил. А мы все до этого, до какого-то момента, X, может быть, этого не видели. И вдруг у нас как озарение. Ёлки-палки, а зачем мне все это надо? Вот, мои дорогие, в вашей жизни происходят близнецы, перемены. Более того, у вас 2 карты. Поверьте, такое редко бывает. Кто смотрит мои видео часто, со мной согласится. Вот эти обе карты выбора правильного направления. И если мы по карте Солнца говорим ясность и дистанция тоже, но 6-8 месяцев. А этот аркан дистанция лет 10-20.
Поэтому у кого-то первые шаги в те перемены, которые будут для вас продолжаться и будут означать вот что-то очень доброе, счастливое, потому что аркан колесницы – это еще и аркан успеха, а это все приятные сюрпризы, это все что-то приятное, что идет на ваш порог, в вашу жизнь. Вот, может быть, и вам и предстоит какую-то конфигурацию по отношениям, по работе, у кого что решить, и для вас это совершенно новое направление. Сначала активность на 6-8 месяцев, а далее эта история будет продолжаться значительно дольше. Перейдем. Сбудется ли ваше желание? Перейдем к нашим двум картам и что вы там загадали. Если нам не скажут четко, то мы тогда достанем дополнительные карты. Первый вариант. Рыцарь мечей. Карта скорости, карта где-то даже жесткости, да? Столкновение с тем человеком, который нам какую-то как правду, так это, ну, как мокрое полотенце, может быть, бросает в лицо. По этой карте мы спросили, сбудется или нет. И я бы сказала, тут не говорят, что то, что вы задумали, прямо так и будет на 100%. Скорее всего, вам придется либо действовать, либо я такое тоже допускаю. То, что вы спросили сегодня, скорее всего, в течение мая отпадет за ненадобностью, потому что изменится что-то, изменится сама постановка вопроса. Давайте откроем сразу второй вариант. Оба варианта как будто в никуда. А ведь и правда, посмотрите, девятка мечей, карта искаженного восприятия. Как будто вы чего-то не видите. Вот оно, солнце на восходе. Но мы словно, по крайней мере, вот кто смотрит расклад, может быть, на начало месяца, да? Первые дни у нас только первая неделя подходит к концу. Ну, мы смотрим до конца мая. И поэтому вы действительно чего-то не видите. Вы как будто погрузились, ну, может быть, на глубину собственных размышлений или в самого себя. И пока для вас кажется какая-то концепция или, может быть, решение какое-то, оно вот сейчас должно быть принято. Или для меня сейчас это архиважно. Но потом иногда по рыцарю мечей, к примеру, да, это врываются буквально в нашу жизнь перемены. Или новости, мои дорогие, информация, когда тут что-то закручивается так, что мы понимаем, что нет, сейчас не это важно, а важно что-то другое. Но тем не менее, неоднозначно сказали карты. Ни да, ни нет, по сути дела. Да? Тут какие-то размышлизмы, ну а здесь какие-то новости, что-то извне, да, нам приходит, или буквально человек какой-то появляется. Но есть, видимо, какой-то фактор участия в вашей жизни. Так сбудется ли ваше желание? А нам говорят, да ты тут как-то будешь что-то переделывать. Два рыцаря – это как активность. Причем активность по нарастающей. Сбудется ли ваше желание? Заканчивается тузом мечей. Как будто тут будет вынесено однозначное решение по этому вопросу. Закончится, между прочим, каким-то вердиктом, это факт. Закончится лабиринт, закончится путаница. Безусловно, у кого-то из вас закончится ситуация такая спорная по финансам. Если с каким-то финансовым подсмыслом, тогда примите к сведению, чтобы у вас, да, вы можете что-то осуществить, но совсем не так, не в той конфигурации, как вы это себе задумали. По первой позиции тут можно получить 100% успеха, абсолютно точно, и более чем остаться довольным. Но для этого потребуется пройти какой-то путь. Может быть, кстати, если вопрос стоял именно конкретно. Тогда нам карты будут конкретны. Первое. Рыцарь мечей. Правда и ничего, кроме правды. Поэтому здесь может совпадать с тем, что вам, возможно, придется обратиться в какую-то инстанцию, узнать, как работает в отношении вас закон, разобраться с какой-то темой, которая долженствует в реальной жизни. То есть, что есть или прописано на бумаге. У кого-то из вас, может, по первой ситуации, по тому вопросу, как вы его задали теперь, совсем скоро придут какие-то новости, или эта новость вам ее принесет как человек. Вполне вероятно, потом вам придется проявить некоторую активность, возможно, что-то вы будете узнавать, и где-то это может быть такое, знаете, как гарантийное письмо. Или это может быть сопряжено, опять же, где-то с финансами. Может быть, это какая-то
это ваша перерокировка по части работы, документов, но вполне вероятно, когда вам придется рассматривать, правда, что-то на предмет организации последующих ваших действий, когда вы будете сравнивать и закон, порядок, и одновременно вашу меру ответственности. Следом, либо это вы сами выводите в конечном итоге какой-то, ну, как вердикт. Но я точно так же не исключаю с тузом мечей вот это окончательное решение. У кого-то из вас оно будет принято, но за это время, да, мы уже сказали, что это не так быстро. У вас будет и еще какая-то дополнительная информация, поэтому по первому вопросу тут что-то изменится. Не будет в том сыром виде, как вы сейчас задали вопрос. И в конечном итоге тут будет что-то намного, по крайней мере, может быть. Тут ведь действие, да, два рыцаря всегда действие, как я сказала. Тут от ваших действий еще зависит. Тут не просто нам что-то на блюде приносит. Тут какой-то более сложный процесс. Может быть, этот процесс и по времени не такой короткий, но итог – девятка пентаклей. Изобилие, процветание, результат. Давайте мы с вами точно так же проясним девятку мечей. Вторую позицию, ну или, допустим, даже то, если вы загадывали, если я буду действовать, да, ваши действия именно определенным образом или как-то иначе. Сбудется ли ваше желание? Вот смотрите, второй аркан – звезда. Все то, что я говорила. Поэтому мы можем перевести аналогию. Вот смотрите, не случайно, наверное, да? Кстати, аркан успеха, и где-то это может быть перекликающаяся тема по части как раз процветания, решения финансового вопроса или вопроса с документами. Может быть по части поездки, ну, у кого-то банально, автосредства, да? А вот аркан звезда, две карты, когда совпадают в наших раскладах, причем на разных колодах, нам тоже где-то говорят, а изначально у нас как будто мыши-крысы. Вот вы, возможно, какой бы вариант тут ни задумали, как будто у вас сейчас пока что-то не идет, не ладится. Вот как эти мыши-крысы. А это позиция приятного сюрприза. Зато посмотрите, какие возможности к вам идут. И вполне вероятно, у кого-то это и будет сопряжено именно с тем, что вы оказались вот в подобной, да, как девятка мечей ситуации, потому что советы посторонних, вот как эти мыши-крысы. Или это когда, ну, может быть, и сама думал, но не совсем так, как, может быть, следовало, да? Или мы находились в каких-то собственных принципах или в собственных шаблонах, рамках, предубеждений, ну, до бесконечности. Тут ведь именно как замкнутое пространство, но нам так кажется. Так вот, это казалось, а теперь это все уходит. И поэтому для кого-то из вас второе желание, оно тоже исполнится. Но оно потребует от вас, как будто сначала, вот как по аркану колесница, я такое допускаю, как будто тоже определенные действия. Давайте все-таки спросим, сбудется ли ваше желание. То есть для вашего желания нужно еще время. Ну, точно сбудется. Посмотрите, аркан, мир. Тогда дистанция еще как будто, да, удлиняется. И хочется сказать, пусть будет мир везде. Я искренне надеюсь, что, может быть, в мае будет больше таких добрых энергий, которые даже на сильных мира сего воздействуют именно таким образом, когда больше в каждом человеке будет энергии договориться, стремление, да, к добру, к миру, порядку. Волшебные две карты. Но тут ведь какой-то... Вы не просто историю строите свою на 6-8 месяцев, мои дорогие близнецы. Тут у вас прям какая-то миссия заложена точно, Уран в близнецах, которая для мира, для счастья, для радости. И эта карта будет, конечно, вот со всеми последними, да, когда и две карты звезда, и мир, и колесница, и карта солнца. Все самое лучшее вы собрали. Ну, видимо, у кого-то и миссия, почему нет? Поэтому у кого-то это рост вашей популярности. Сияйте, как звезда. Нам буквально говорит две карты, мои дорогие. Или когда вы сомневаетесь, получится или не получится какой-то творческий проект, карта императрица или по личной жизни, мои дорогие. Само время, наверное, само пространство меняет для вас жизнь к лучшему с новыми перспективами. И все карты, в том числе благополучия,
И карта вот такой надежной дружбы говорят об этом. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние, добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я на нем собрала все виды моего творчества. И 3 YouTube-канала, и мой сайт, поэтому и посмотреть, и почитать как бы есть что. Читайте мои публикации тоже на сайте, все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.